Всем привет! Была получена наконец камера GoPro 9, заказанная напрямую из Китая. Приехала вовремя, без каких-либо опозданий, достаточно быстро, за 3 недели. На камере уже стоит показанная мной ранее ручечка выдвижная. Вот так вот она действует. Достаточно удобно, если вы не хотите снимать что-то более профессиональное. В принципе, этого вполне достаточно. Ручку можно поставить на штатив таким вот образом и, собственно, делать съемку. Вот. Очень много обзоров GoPro-шек в интернете, на YouTube, профессионально, где люди рассказывают как, чего, куда, делятся разными советами и пожеланиями. Я выскажу свое непрофессиональное потребительское мнение. Надеюсь, кому-то это будет интересно, полезно. Посмотрим. Несколько замечаний. В камере стоит сейчас память, которую я показываю, 256. Заполнение памяти происходит приблизительно так, как и написано во всех рекомендациях и в комментариях. То есть где-то около 4 часов непрерывной съемки для того, чтобы все это заполнилось. Меня немножко напрягает батарея. Вот видите, сейчас там уровень 84. Камера была заряжена полностью на 100%, лежала выключенной. После этого включалась один раз для управления настройками. И сейчас при включении камеры, вот мы можем посмотреть за то время, пока мы ее держим в руках, насколько она разрядится. На мой взгляд, непомерно быстро разряжается даже при отсутствии каких-либо внешних воздействий. То есть без съемки идет разряд вот уже 83. Она сейчас полностью выключена. Единственное, разумеется, у нее работает GPS. Он может ее разряжать. И на улице не очень темно, не очень светло. То есть идеальная для камеры, в принципе, сейчас внешняя обстановка. Несмотря на это, разряжается. Связи с телефоном сейчас тоже не установлено. Но я попробую поэкспериментировать, включить GPS, посмотреть, что, чего и куда и как. Вот. Не буду говорить про особенности. В принципе, те, у кого есть уже GoPro, знают все про это. И про двойной экранчик, и про крышечку, вот эту вот, которая открывается не так просто для тех, кто не может. И для того, чтобы вытащить карту памяти, надо ее открыть. Для того, чтобы самое, что противненькое, зарядить камеру, тоже надо ее открыть. На AliExpress и на других интернет-каналах можно найти крышечку не оригинальную, с небольшим окошечком, с резиновой крышкой, которая здесь вот прорезана прямо напротив отверстия для зарядки. И якобы камеру можно заряжать, продолжая съемку. Но люди пишут, что эта крышечка не герметичная. Сам материал этой крышечки какой-то, ну, скажем так, не очень хороший. Поэтому не рекомендуется ее использовать, особенно если у вас ситуация, которую вы снимаете, может быть связана там с близостью к воде. Вот видите, еще одна интересная особенность камеры. Она настроена сейчас на голосовое управление. Если вы случайно в разговоре используете какое-то слово, на которое камера реагирует, даже не указывая ей полностью команды, она произведет это действие, которое заложено у нее в памяти. И обратите внимание, камера сделала один снимок с 84, скаканула зарядка на 82. Но это все внешние какие-то факторы. В принципе, камера покупалась совершенно под определенные цели. Мы хотим ее использовать в наших путешествиях для того, чтобы не держать в руках телефон. Здесь более удобный обзор. Все-таки она широкоугольная, снимает красиво, далеко и в разных режимах. Она полегче,
ручку к ней можно вот такую приделать, хотя, в принципе, сейчас вот я снимаю со штатива на обычную камеру, на обычный телефон, и тоже, в принципе, это достаточно удобно, и ничего сложного в этом нет. Вот. Попробуем. Первая попытка, вот уже 81 батарея, всего лишь, никаких съемок, ничего. Какие впечатления от юзания, от использования? Сейчас пошла вторая неделя. Были съемки на натуре, в солнечную погоду, вечером, ночью, фотографии. Еще раз говорю, просмотрел кучу разных рекомендаций, игрался с режимами, выставлял оптимальное с точки зрения многих пользователей. Сейчас, в принципе, на мой взгляд, стоит то, что мне больше всего нравится. То есть это достаточно высокое качество при неплохом разрешении с небольшим использованием ресурсов. Но непонятно, что такое небольшим. Вот мы с вами общаемся. 81 уже батарея. Еще раз, камера не снимает, она просто включена. С двумя экранами, опять-таки. Есть опции, которые, да, могли бы сохранить жизнь батареи. То есть можно было бы отключить одну камеру, можно было бы добавить, снизить где-то, может быть, чувствительность, кадровку, ну и так далее. Еще раз, я не профессионал. Я пользуюсь советами, я покупал товар для того, чтобы его использовать в соответствии с теми какими-то ожиданиями, которые у меня были. Мне вот уже 80 батарей. И мне, конечно, крайне странно, что вот так вот происходит. И, ну, странно. Может, конечно, батарея бракованная, всякое может быть. Посмотрим. Итак, для чего камера покупалась, как я уже сказал, для того, чтобы снимать окружающее в поездках, оставлять какие-то отчеты, какие-то видеоблоги. В принципе, наверное, она именно для этого и предназначена, не случайно у нее название экшн камера. Повторю, первый опыт пользования ей был странный. Мне не с чем сравнивать, кроме как телефоном и профессиональными камерами, которыми я пользовался достаточно давно. Еще обычными камерами, не дигитальными. Поэтому ощущение, говорю, странное остается, потому что камера снимает широким углом. Это очень приятно, очень хорошо, даже без широкой съемки, когда вот образуется рыбий глаз, без широты, заложенной дигитально. В принципе, даже то, как она снимает сейчас, это в принципе видно. Она захватывает очень большой участок. Вот это обычный режим, можно это посмотреть. Режим линейный плюс выравнивание горизонта, так как все советуют. Можно видеть, что снимает она 4К. И, в принципе, все остальное так, как мне показалось наиболее эффективным. Что, в принципе, интересно при всем при этом, очень тяжелые получаются файлы, которые снимаются, они достаточно медленно, даже при скоростных карточках памяти и при скоростном соединении очень медленно переносятся из одного места в другое. Как люди везде справедливо замечают, для того, чтобы просмотреть с хорошим разрешением тот результат, который вы получили, вам нужно, чтобы и другие устройства также поддерживали и 4К, и частоту, и стояли там необходимые кодеки. Поэтому, если у вас старенький компьютер, это, разумеется, будет непонятно и не видно. Вот, что еще? Очень расстраивает, что перед тем, как снимать, мы можем изменить зум камеры. Вот, тоже, кстати, не всегда получается. Максимум 1,4 в данном случае, вы видите. 1,4 зум, и он меняется на следующий этап, на следующую съемку. То есть перед съемкой мы зум это делаем. Если мы начинаем снимать, вот мы, в принципе, сейчас попробуем начать съемку. Мы снимаем. И во время съемки нет никакой возможности зум изменить.
То есть мы начали съемку так, как нам было предустановлено, для того, чтобы приблизить или удалить объект каким-либо способом камера не предназначена. И это интересно. Это немножко не то, к чему ты привык, допустим, в том же телефоне, где в любой момент ты можешь, в принципе, изменить угол наклона, извините, приближение в ширину, повернуть как бы вот как-то так, как тебе нравится. Но это вот то, на что камера рассчитана. Зато при этом, что меня очень воодушевляет и что мне очень нравится, это то, что камера одинаково резко снимает и близкие объекты, и объекты вдалеке с одинаковой резкостью, с одинаковым, можно видеть, вот тут разрешением. И это действительно приятно. Еще, конечно же, необычно то, что ты камерой должен управлять вот этой вот кнопочкой все время, с исключением того, что ты можешь, конечно, как я уже говорил, подключить к ней телефон и воспользоваться телефоном как пультом, или покупать к ней аксессуары. Оригинальные аксессуары стоят все очень дорого, но вот очень непомерно дорого. При цене камеры плюс-минус около 30 тысяч. Рамочка, которая на нее надевается со всех сторон, со встроенным микрофоном и возможностью подключать удаленный микрофон, стоит около, ну, в разных местах, около 20 тысяч. Пульт управления около 9 тысяч, простейший пультик, опять-таки. Оригинальная вот такая вот ручечка, похожая на эту, или ручку-поплавок, тоже в зависимости от того, кто это будет, совсем оригинальный аксессуар или, скажем так, хорошая замена, тоже там от 5-7 тысяч. Дополнительная батарейка тоже так же. Множество батареек Телсин, по-моему, я, как бы повторю, я не профессионал, не помню название, имена и так далее, делает батареи, но народ пишет, что ни в какое сравнение не идут с теми батареями, которые стоят непосредственно в камере, заряжаются очень быстро, и на жаре, и на холоде, ничего не держат, максимум полчаса камера работает. Есть еще и зарядное устройство отдельно для камеры, чтобы не заряжать ее с помощью, как я уже показывал, вот этого портика, каждый раз открывая ее. Но все это дополнительные расходы, на которые ты, собственно, не очень рассчитываешь, ожидая, что ты купил камеру, ну и пошел, собственно, сразу снимать. Да? Ну, как получается, это вот уже такие вот более профессиональные примочки, которые ты must have. Надо тебе, чтобы они у тебя были. Вот, продолжил экспериментировать, попробую снимать побольше в других разных условиях, еще поиграть с настройками. Повторю, пока что меня очень смущает разряд батарейки, вот уже 76%. Это странно, ну реально странно это получается, что у меня даже если заявлено, вот он пишет, что на карту можно записать 4, почти 5 часов, но почему разряжается батарея, я не понимаю. Ну-ка, если попробовать поменять на фото и посмотреть на уровень батареи, будет ли он также продолжать. Оп, 75 тут же. Класс. Вот. Это такие обывательские заметки. Надеюсь, что то, для чего я покупал, действительно соответствует одно другому, что она поможет в дороге. Повторю, очень удобно держать ее в руке, снимать вокруг. Еще, кстати, интересная штука, когда ты крутишь так вот телефон достаточно быстро, то у тебя вот получается этот смазанный кадр, и тебе надо это делать вот медленно. Здесь на камере это такого не происходит, ты можешь перемещать ее, захватывает она, быстро схватывает то, что необходимо, ну, плюс все эти таймлапы, плюс все эти отложенные, замедленные съемки, включения по удаленке. Все это такие вещи, которые, да, наверное, профессионалам, да и то не всем интересны. Но многие покупают ее, чтобы крепить на шлем, на велосипед, на мотоцикл, на машину, стримы какие-то запускать. Еще раз, я хочу ее просто вот так вот нести в руке, смотреть вокруг, записывать свой голос, если необходимо, записывать красивую музыку, звуки,
Картинка, чтобы была достаточно яркая, различимая и хорошего качества. Ну, как бы повторю, эта камера сейчас куплена для того, чтобы пользоваться ей на уровне... услышала какое-то слово. Я даже не знаю, какое слово она услышала, что она включилась. Придется функцию эту отключить, потому что это просто идиотизм. Камера снять. Вот так и нафиг. GoPro снять. GoPro снять видео. Работает. GoPro стоп. Смешно будет, когда ты стоишь где-нибудь в толпе и говоришь с камерой. Ха. Спасибо.